there? Did I do all right? Did I ever ask you? Did I need to? Now I think I might. Всех приветствую. Расскажу о промежуточном результате апгрейда акустической системы Focal Aria 948 модель. Значит, что было сделано? В первую очередь удалил все электролитические конденсаторы из фильтра, используемые им на замену конденсаторы вы видите на экране. Также убрал резисторы цементные, которые в стоке стояли, заменил их на резисторы компании Johnson. Штатные катушки было принято решение пока оставить на месте, посмотреть на итоговый результат, что из этого получится. Весь кабель внутренней разводки был заменен на качественный американский кабель DH Labs. Кабель медный, имеет многожильную конструкцию, посеребрен, диэлектрик из тефлона. Очень качественный кабель, я его уже неоднократно использовал ранее. Мне он очень нравится. Также из этого кабеля были сделаны выводы на конденсаторы большой емкости. То есть вот здесь стояли у нас электролиты 150 микрофарад и 75 микрофарад. Они у нас будут теперь на выносных площадках коннектиться вот на вот эти выводы. Как это все будет смонтировано внутри корпуса, я покажу чуть позже. Значит, также из этого же провода были сделаны выводы на акустические терминалы. До этого здесь были металлические пластины, которые очень сильно магнитились. Естественно, ничего полезного для звука они не несли. Лопатки медные с позолотой. Вот так теперь выглядит фильтр. Конденсаторы на 75 и на 150 микрофарад теперь будут выглядеть вот так. Использованы были конденсаторы КЗК серия White Line, наши отечественные. Вот такая вот площадка, все надежно закреплено. Конденсатор посажен на герметик Вибросил, защищающий от вибраций. Вот так выглядит емкость на 150 микрофарад. Она была набрана из двух конденсаторов разных емкостей. Метод крепления тот же самый. Далее, что было сделано еще? Изменен метод крепления динамиков к корпусу. Были использованы вот такие коготь-гайки, они установлены с внутренней части корпуса. Сами динамики теперь будут крепиться на вот такие вот надежные винты из нержавеющей стали. Все это позволит дать более жесткое крепление динамиков к корпусу, так как сами динамики очень качественные. Динамик имеет большой вес, литая корзина, и те саморезы, которыми он был до этого закреплен, крайне некачественные, скажу так. Уже в процессе разборки, демонтажа динамиков я заметил, что они практически не держат
динамики в корпусе. Многие саморезы уже проворачивались. Сам динамик немного болтался на посадочном месте. Ничего хорошего из этого, естественно, на звук не выйдет. Значит, вот эти вот гайки, шайбы я буду использовать в месте крепления лопаток выводов на акустические терминалы. До этого в стоке там также стояли обычные металлические шайбы. Они магнитились очень сильно. Было принято решение это все заменить на более качественные комплектующие. В интернете достаточно много информации о данной акустической системе. Она очень популярна среди любителей музыки. Есть уже люди, которые делали апгрейд разделительных фильтров. Кто-то подходил к этому более глобально, кто-то проще. Я сделал свой вариант. О результатах пока судить рано. Вторая колонка у меня в процессе сборки. Позже в этом видео я добавлю информацию о том, какой результат был достигнут и стоило ли это потраченных ресурсов и времени. Касаемо ожидаемых результатов, то, основываясь на своем опыте, я не сомневаюсь, что они будут положительными. Это не первая акустическая система, которой я делаю апгрейд разделительных фильтров. Замена электролитических конденсаторов на качественные пленочные всегда дает положительный результат в качестве звучания. Если вкратце описать те элементы, детали, которые были установлены в кроссовере с завода, хороших слов я для них не подберу, к сожалению. Конденсаторы были установлены крайне низкого качества. То есть это обычные электролитические копеечные конденсаторы, которые оформлены в обертку фокал. Конденсаторы имеют большую погрешность, что было проверено измерениями после их удаления с платы. Имеют достаточно большое внутреннее сопротивление, потери на выходе. Собственно, такие конденсаторы использовать в акустических системах нельзя. То, что будет стоять сейчас, это конденсаторы гораздо высокого качества. Сравнивать их с теми, что были установлены, нельзя. И это, соответственно, в любом случае скажется положительно на звуке. Забегая немного вперед, я предвижу вопросы, а стоило ли оно того, стоило ли оно потраченных средств, сил. Скажу так. Мое мнение на этот счет уже сформировалось достаточно давно. Все любители музыки, аудиоаппаратуры, меломаны, все мы стремимся к идеалу. Постоянный происходит апгрейд аудиосистемы у многих. Многие покупают кабели акустические, межблочные за десятки тысяч рублей, порой и за сотни тысяч рублей, ожидая от этого улучшений в плане звука, каких-то слышимых результатов. Так вот, таким людям я бы советовал для начала задуматься о том, что стоит у них внутри акустических систем. И не важно, сколько стоит
эти колонки. Ситуация практически везде идентична. Что использует производитель? Конечный покупатель не видит то, что установлено внутри его колонок, а там зачастую идет тотальная экономия. Начиная от провода внутренней разводки, он не всегда качественный, ну и заканчивая элементами разделительного фильтра, где экономия еще более выражена. Так вот, замена внутренних комплектующих акустических систем, по моему опыту, дает гораздо более слышимый результат в плане качества звука, чем все эти игры с дорогими брендовыми акустическими межблочными кабелями. Это возможно, я тоже через это в свое время проходил, но мое мнение такое, и совет мой такой, что акустические межблочные кабели стоит подбирать уже только тогда, когда у вас звук вашей системы вас устраивает процентов на 90. Вот тогда стоит поиграться, скажем так, положить вишенку на торт. Теперь покажу, что было сделано внутри корпуса акустической системы. Значит, что меня удивило, скажем так, в отрицательном смысле. Вот эти вот швы, они были практически нигде не пролиты герметиком. То есть все как-то склеено не очень аккуратно было с завода. Здесь были щели большие. Это я все пролил дополнительно клеем. Задемпфировал. То есть этот отсек еще будет проклеен. Основной объем корпуса сделал дополнительное демпфирование. Это позволило заглушить немного корпус. До этого очень звонкий был. Так вот. Проклеено в 2 слоя виброизоляцией. %% корпуса я не стал проклеивать, не вижу в этом смысла. Достаточно на 90% его задемпфировать. Это уже позволяет сократить лишние призвуки от корпуса. Ну, это, собственно, место, где установлен разделительный фильтр. Вот так это выглядит уже в смонтированном виде. Весь монтаж делался практически на месте, ввиду того, что места мало. В собранном виде не получается это все одним разом, скажем так, засунуть в корпус. Приходилось все делать поэтапно. Ну, все получилось, все качественно, все надежно, все держится, никуда ничего не сдвинется. Все проклеено, все площадки выносных кроссоверов, на которых новые конденсаторы расположены, эти площадки дополнительно посажены на тот же герметик Вибросил. С торцов проклеена виброизоляция, это все. В общем, вот так вот это все выглядит. Я покажу наглядно, как я модернизировал метод крепления динамиков к корпусу. Значит, изначально динамики крепились вот такими вот саморезами. Крепление это, по моему мнению, ненадежное, так как уже на этапе демонтажа динамика было видно, что сам динамик в корпусе в посадочном месте держится ненадежно, имеет небольшой люфт. Притянуть вот такими саморезами сильнее его не получается, потому что тело корпуса выполнено из прессованной бумаги, и саморез проворачивается при попытке затянуть посильнее все это дело. Значит, как я уже говорил, я установил вот такие вот коготь-гайки с тыльной стороны корпуса. Прикручивается это все надежно винтами. Значит, как я устанавливал коготь-гайки.
Для начала вот таким вот сверлом по дереву с тыльной стороны рассверливал отверстие в половину толщины посадочного места. После в это отверстие, оно выполнено как раз по диаметру гайки внутреннему, я устанавливал саму гайку туда и притягивал ее винтом. Делалось это для того, чтобы немного ее наживить, скажем так, углубить в тело корпуса. После того, как мы наживили коготь-гайку в корпусе с тыльной стороны, нам необходимо ее окончательно запрессовать. Я использовал вот такую струбцину для этих целей. Делается это просто. Устанавливается струбцина на коготь-гайку и затягивается. Больших усилий прилагать надобности нет. Достаточно затянуть струбцину до упора. После этого коготь-гайка надежно садится в корпус. Повторюсь еще раз, что сам корпус достаточно мягкий. Прессованная бумага. Коготь-гайка установлена. Необходимый результат достигнут. Всех приветствую еще раз. Ну вот я и завершил апгрейд акустической системы Focal Aria 948 модель. Акустика собрана. Некоторое время она прогревалась тестовым музыкальным материалом. Теперь спустя несколько часов прослушивания я могу подвести итог. Скажу сразу, я намеренно не делал запись звука до и после апгрейда. Не вижу в этом особого смысла. Я считаю сомнительным по объективности занятием сравнивать звучание акустики прослушиванием через YouTube. Вместо этого я поделюсь своими впечатлениями о результатах проведенной работы. Я уверен, многим это будет интересно. Когда эта акустика приехала ко мне, я устроил ей прослушивание. Достаточно долго гонял ее на хорошо знакомом мне музыкальном материале. Выделю три основных аспекта в звучании этих колонок, к которым лично у меня были претензии в процессе прослушивания. Первое – это своеобразная зажатость звучания в среднечастотном диапазоне. Если описать немного другими словами, на слух это воспринималось как некая компрессия звука. Второй момент – в звучании было слышно явное упрощение мелких деталей. Иногда это воспринималось как легкая вуаль на колонках. Третий пункт – это узкая сцена. Звук никак не хотел отлипать от акустической системы, хотя я пробовал различные варианты расстановки в своей комнате. Я думаю, многие владельцы этой модели акустики согласятся с описанными мной особенностями ее звучания. Что мы имеем сейчас по итогам проделанной работы? Первое, что меня сразу же обрадовало, это изменение подачи среднечастотного диапазона. Вокальные партии на тестовых треках стали более живыми, более натуральными по тембру. Можно, конечно, назвать это делом вкуса. Кому-то нравится более нейтральная, сдержанная подача среднечастотного диапазона. Но лично для меня, если колонки не могут полновесно, натурально передавать среднечастотный диапазон, особенно вокал,
то это жирный минус для них, даже если все остальное в них на высоком уровне. Второй пункт в плане улучшений я выделю, появилось больше мелких деталей в звуке. Звуки второго плана стали более подробно слышны. Ну и третий пункт – масштабность звучания. Она изменилась в лучшую сторону, это однозначно. Сцена стала гораздо шире. По сравнению с первоначальным прослушиванием звук уже не липнет к колонкам, стереоэффект стал более выражен. То, что я описал, эти три основных аспекта, на которые именно я обращал внимание до и после апгрейда, это еще не все. Есть еще один момент, который стал лучше, и это заметно повлияло на качество звучания. Это атака, динамика звучания в целом. Что я под этим подразумеваю? Низкие частоты стали более динамично звучать, более плотно. Мое мнение в результате, что имея в наличии эти колонки, сабвуфер вам вряд ли понадобится. Низкие частоты они воспроизводят очень качественно, играют с достаточно низких частот. Обращу внимание на то, что в процессе апгрейда схема разделительного фильтра не изменялась. Все детали имеют штатные номиналы. Изменения коснулись только мощности новых резисторов. Их сопротивление не менялось. Новый провод внутренней разводки имеет точно такое же сечение, что и тот, который стоял с завода. Также соблюдена штатная длина линий. Ну и в заключение скажу, что результатом я доволен. Звук акустических систем реально преобразился. У колонок однозначно есть потенциал в плане улучшения звука. Именно по сравнению с заводским вариантом. Я думаю, что данная моя работа будет многим интересна. Будут какие-то вопросы, замечания. Буду рад пообщаться. Пишите в комментариях. На этом пока все. До новых встреч. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the Lord.